Норвежец Фритьоф Нансен — человек, не знавший полумер. Если он что-то и делал в жизни, то только так, чтобы потомки сказали: «Большой прорыв, революционное событие, впервые в истории, неоценимый вклад». Отец современных полярных исследований, основатель новой науки физическая океанография, доктор зоологии, спортсмен, кораблестроитель и писатель, историк и художник, политический и общественный деятель, дипломат и филантроп, лауреат Нобелевской премии мира, основавший фонд для спасения голодающих. Удивительно, но все эти титулы относятся к Фритьофу Нансену, человеку, которого, согласно национальному опросу в Норвегии, нарекли норвежцем тысячелетия. Не отягчайте свой полет мелочами, которые принято называть жизненными потребностями. Помните, утяжелив тело, мы укорачиваем крылья, как-то сказал Фритьоф Нансен. Его крылья были необычайно широкими. Он знал 5 языков, умело обращался с фотокамерой, одержал 12 побед на национальном чемпионате по лыжным гонкам и установил мировой рекорд по гонкам на коньках на 1 милю, создавал иллюстрации и карты, написал работу о центральной нервной системе, выступал на сессии Лиги наций в 1921 году. «Горячее сердце и высокий дух Нансена плавили снег и лед», написал о нем норвежский писатель Тур Хейердал. Некоторым для изучения всего, что умел и делал Нансен, не хватило бы и 2 жизней. Он управился за 69 лет. В 27 лет Фритьоф Нансен решил подытожить свои спортивные победы, а также научную информацию, и отправился в экспедицию на лыжах в Гренландию. Это было первым успешным пересечением острова во льдах. Однако кульминацией для Нансена стал дерзкий поход на судне для полярного дрейфа «Фрам» к Северному полюсу в 1893-1896 годах. Ранее Нансен исследовал течение, пересекающее всю полярную область Земли, и рассуждал так. С помощью этого трансарктического течения можно дрейфовать на судне по Северному Ледовитому океану. Маневр не требует топлива и совершения каких-либо действий. Судно понесет водный поток. Осенью Фрам вмерзнет в лед и продолжит путь по течению во льду, чтобы весной выйти в свободную воду. Маршрут дрейфа должен будет пройти рядом с Северным полюсом. С помощью этого течения возможно проникнуть в ту область, которую тщетно пытались достигнуть все те, кто раньше шел против течения. Если попытаться работать заодно с силами природы, а не против них, то мы найдем вернейший и легчайший способ достичь полюса, писал в своих исследованиях Фритьоф Нансен. Ученые из Королевского географического общества не поддержали Нансена, а государства отказались финансировать его безумную идею, назвав ее настоящим самоубийством. Но Нансен очень трезво подошел к своей задумке. В 1893 году он отмечал: научный интерес этих наблюдений не уменьшится от того, пройдет ли наш путь через самый полюс или же на некотором расстоянии от него. Он планировал высадить небольшую группу полярников на лыжах и собачьих упряжках в самой близкой точке к полюсу и достичь его. Но это не обязательно. Нансен не имел цели просто во что бы то ни стало отметиться на краю Земли, но хотел изучить обширную неисследованную часть земного шара. Собственно, так и случилось. Экспедиция продолжалась 3 года и была описана в известной книге путешественника Фрам в Полярном море. В жизни человека необходима романтика. Именно она придает человеку божественные силы для путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения, написал в своей книге Нансен. Судно вмерзло в лед у побережья Сибири в 700 километрах от полюса. 14 марта 1895 года, когда Фрам начал свой медленный дрейф на север, Фритьоф Нансен вместе с матросом Ялмаром Йоханссеном отправились на собачьих упряжках к полюсу. Новости об экспедиции исчезли на мучительные 3 года. Многие считали Нансена и его команду погибшими, но им посчастливилось выжить. Нансен и Ялмар не дошли до полюса 400 километров и спаслись, случайно наткнувшись на другую экспедицию. Несмотря на тяжелую зимовку во льдах, физическое и психическое здоровье исследователей
остались на высоте. Да, Северный полюс так и не был покорен. Но Нансен с напарником сделали множество научных открытий, а также установили абсолютный мировой рекорд того времени, добравшись до 86 градусов северной широты. К слову, научные результаты экспедиции оказались поистине грандиозными. Одна их обработка заняла около 10 лет. Эта экспедиция стала первой полярной экспедицией XIX века, во время которой не было потеряно ни одного человека. Нансен был велик как полярный исследователь, более велик как ученый и еще более велик как человек, отметит норвежский океанограф и метеоролог Харальд Свердруб. В Норвегию Фритьоф Нансен вернулся национальным героем. Благодаря его исследованиям и тщательно описанному опыту, путешественникам, которые придут за ним, все же удастся покорить самую крайнюю точку Земли, ее макушку, Северный полюс. Нансен доказал, что для человека с горячим сердцем и высоким духом нет ничего невозможного. Нансен не просто дошел до предела человеческих возможностей, он отодвинул этот предел для всего человечества. Его имя навсегда вписано в историю золотыми буквами, а его наследие продолжает вдохновлять поколения мечтателей по всему миру. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.